Всем добрый день, хорошего настроения. У нас сегодня довольно большая программа. И сначала мы начнем вот с чего. Вы все получили вопросы по теме ритм, да? Вначале был ритм. Вопросы как пища для размышлений. Вот сейчас мы немножко с вами на эту тему порассуждаем, а потом уже я буду отвечать на ваши дополнительные вопросы. Хорошо? Народ потихонечку подключится. Итак, первый вопрос. Как вы думаете, какова роль ритма как элемента музыкального языка в восприятии музыки, восприятии музыкальных произведений? Кто может сказать свои мысли по этому поводу? Давайте я попробую высказать свои мысли. Мысль-то у меня простая, что, собственно, без ритма никакой музыки нет. Абсолютно. Абсолютно точно, да. Главный элемент любой музыки. Потому что, если мы смотрим без мелодии музыку, да сколько угодно, я уже не говорю о гармонии. Если говорить о форме, то, это в сущности тоже ритм, только более высокого порядка. Абсолютно точно, да, в широком смысле. Если ритма нет, то это уже не музыка. Так, а вот как он воздействует? А вот как ритм воздействует прежде всего? Как вы думаете? Это, мне кажется, вопрос больше уже к психологам. Как ритм воздействует на человека. Без ритма не только музыки нет, но и вообще искусства никакого нет. Так, это понятно. Тем более у нас пространственно-временное искусство, и смысл, он определяется именно организацией звуков во времени, да, это и есть ритм. Но есть еще одна вещь. Вот ритм, как волны просто удар, он непосредственно воздействует на нашу мышечную структуру. Он на тело воздействует. Почему вся эстрадная музыка, вот когда надо людей вовлечь, всех зажечь, всех вогнать в одну энергетику вот эту, и там усиливается именно ритмическая сторона. Вот, поэтому мы переводим опять, мы не просто теоретически рассуждаем, мы переводим эти вопросы в плоскость вашей непосредственной работы с музыкальным произведением. И здесь вот вспоминайте, почему мы все время говорим, прежде чем играть произведение, вот когда вы готовитесь к выступлению, да, готовы, вы должны войти в его звучащий образ. И это прежде всего вы начинаете ощущать ритмическую пульсацию. Вот это очень важно. И то же самое у нас происходит, когда вы только знакомитесь с произведением, да, вот чтение с листа. С чего вы начинаете? Вам надо все равно составить какое-то свое представление о составляющей это произведение сути, да, эмоциональное какое-то воздействие, там, понимание, о чем это произведение. И опять вы начинаете с того, что сначала определяете именно единицу движения, вот эту пульсацию, чтобы войти в смысл произведения. Вот это очень важно помнить. Ни в коем случае никогда на сцене нельзя начинать исполнять произведение, пока вы не вышли в его сферу. Так, теперь у нас второй вопрос. А вот в чем непосредственно проявляется ритм, влияние ритма на характер звучания произведения? Вот об этом что вы думаете? Кто может сказать по этому поводу? Давайте, может быть, я что-то скажу по этому вопросу. Но мне кажется, ритм определяет, наверное, характер звучания. Если у нас, например, предположим, какой-то вот пунктирный ритм, да, допустим, в произведении, то и характер звучания будет, атаки тоже будет острый, динамичный и быстрый. А если у нас, например, ритм такие вот нутриольные, такие какие-то вот растянутые, такая фактура, то, возможно, это будет более такая какая-то... Или, например, вот в адажу, да, часто очень бывает такая фактура достаточно разреженная, скажем так. И атака тоже будет, и характер звучания
Светочка, сейчас я тебя опровергну элементарно. Понимаешь, дело не в фигуре. Пунктирный ритм может быть в печали. Ну, да даже элементарно, понимаешь, Мария? Да, вот тебе, пожалуйста. И чего? А это лирика, это мягко. Здесь дело не в самой ритмической фигуре, а в том, как с движением связано появление звука. Появление, вот то же самое, я сейчас тебе вальс наиграла, смотри. Здесь, если я, например, сыграю вот так. Вот один характер. Но его же можно сыграть и по-другому. Что в характере изменилось? Вот сейчас вам слышно? Вообще, может быть, конечно, звуковая здесь не очень. Характер, слышна разница, нет? Значит, смотрите, в первом случае я играла более мягкой атакой звука. И у нас, соответственно, характер, вот если мы войдем в этот ритм, вот если мягкое появление звука, мягкое движение, естественно, более лиричный характер и мягкий и печальный. Если я делаю атаку звука более такую концентрированную, более точную и, может быть, даже где-то более определенную, не мягкую, не размытую, то у нас, соответственно, меняется характер, он какой-то другой оттенок принимает уже, ну, что-то такое, может быть, какая-то гордость, какой-то, в общем, речь уже становится другой. То есть, короче говоря, ритм непосредственно влияет на звучание через пульсацию в основном. То есть вот через вот это вот о том, о чем мы говорили в первом вопросе, да, вот это восприятие телом и соединение движения со звучанием. Теперь еще один вопрос дальше. Вот мы уже к нему перешли. Это понятие пульсации, мы уже ее коснулись. А вопрос звучал так. Вот что это за понятие пульсации, каким образом она влияет на интонационную структуру произведения. Вот не просто вообще на звучание, а на интонационную структуру. Вот это более сложный вопрос, кто мне скажет? Ну, там, где у нас пульсы, там у нас и будет, как сказать, Так и пик говорю. интонации, что ли, интонационное ударение. Интонационное ударение. Я еще позволю себе напомнить, да, что у нас музыкальный язык, вот как, если мы про мелодию говорим, да, или про одноголосие, то это фактически такая же речь. То есть там всегда можно найти, так же как слова, из которых складывается предложение, фраза и предложение, так и в музыке то же самое. Мотив, фраза, предложение. Мотив – аналог слову. И в одном мотиве одно ударение. Вы знаете, очень часто и на мастер-классах, и вообще в работе, очень часто педагоги, когда хотят, чтобы вроде как, ну, чтобы выразительнее звучала мелодия, да, говорят, легато, легато, вот глубже легато, вот больше все. А в результате там очень мало что получается, потому что важно сначала понимать, что ты говоришь, а потом уже как ты говоришь. Вот смотрите, сейчас я попытаюсь вам тоже два варианта сделать. Это этюд Шопена. И здесь, ну, он знаменитый этюд, вот у него вступление такое, говорят еще часто его, виолончельный такой этюд. Вот сейчас я вам первый вариант сыграю, именно такой, который вот стандартно, вот пропевать и глубоко легато.
вот сейчас я вам сыграю с ощущением пульсации. То есть что делает пульсация с интонированием мелодии. И так далее. Что происходит? Звуки группируются по-другому. Вот и теперь следующий мотив. И следующий. Вот уж не знаю, как у вас там слышно было, но во втором случае проявляется лучше связь звуковая. И это опять заслуга ритма. Опять мы возвращаемся к тому, что все-таки в начале был ритм. Так, теперь смотрите, еще у вас был последний вопрос, которому мы тоже как-то чуть-чуть уже коснулись. Функции ритма при формировании пространственно-временного образа музыкального произведения. И у вас помечено принцип укрупнения. Вот кто что думает по этому поводу? Здесь мы как раз говорим о процессе работы над произведением и каким образом выстраивать звучащий образ этого произведения, чтобы как можно больше понять в нем. Вот кто мне скажет, как вы понимаете вот этот принцип укрупнения и что означает вот этот переход концентрации внимания? Так? Ну, вот мы когда работаем над произведением, мы сначала начинаем, ну, скажем так, с более мелких длительностей, чтобы нам было легче разобраться во всех этих мелодиях, в ритме, во всем вообще. Потом мы начинаем, ну, допустим, начали там 16-ми, потом мы переходим на более, так сказать, крупную ступень, 8-е, 4-е, и мы, ну, теоретически можно было бы, наверное, и дальше укрупнять, но смысла в этом нет, потому что у каждого музыкального произведения есть какая-то основная пульсация. Вот как ее определить, ну, это, наверное, скорее на каком-то интуитивном уровне, то есть вот мы смотрим, слушаем и понимаем, что вот это хорошо звучит, если у нас основная пульсация, допустим, по четвертям. Ну, совершенно правильно. Это действительно интуитивно. Но здесь как раз вопрос идет о том, что каким образом форма делается. То есть это понятно, вы дошли до основной пульсации. И общеизвестный, да, тот же самый вальс. Да, вот смотрите, что разобрали, допустим, движение у нас по такту. Вот теперь смотрите, а вот как мы делаем дальше, когда мы пошли выстраивать фразу? Смотрите, что у нас получается. Вот слышите мелодию? Вот. Теперь фа. Ми. Здесь теоретически просто говорю, что когда вы в пространстве выстраиваете уже фразу, у вас проявляются именно за счет ритма, когда вы вот делали пульсацию по такту, и у вас вот эти звуки, которые попадают в пульс, они сами выстраивают линию. То есть пошла еще одна смысловая линия. Это только верхний голос. А смотрите, что у нас получается в партии левой руки. У нас басовые. У нас басовые звуки тоже составляют мелодию.
одна смысловая линия. Кроме этого, у нас еще есть гармония, да, то есть у нас заполнение, опять в партии левой руки, у нас есть заполнение, и это заполнение, оно идет, гармония перемещается. И это еще одна смысловая линия, которую нужно выстроить в пространстве. Вот что такое работа с художественным образом. Это не просто вы выучили ноты, нажали эти ноты, эмоционально что-то добавили и играете. Это обязательно должно быть в представлении исполнителя. Иначе вы не поняли, вы просто не поняли произведение. Вы нажимаете ноты, а вы их не создаете. И вот сейчас давайте мы перейдем к ответам на ваши вопросы. А это все, то, о чем мы сегодня говорили, чтобы вы очень внимательно в своей работе использовали. Так, давайте мы начнем с вопросов присутствующих. Потом у меня еще есть, которые переслали нам ребята. Давайте, у кого какой вопрос. Начинайте, задавайте. Оля, я тебя вижу. Давай, какой твой вопрос? Добрый день. Всем добрый день. У меня такой вопрос. Вот я 3-й год работаю в университете концертмейстером, и приходится учить очень много арий, романсов, в общем, всех вокальных произведений. У каждого студента их где-то за полгода 5 произведений. Студентов очень много, тем более 2 вокалиста. И благодаря вот этой деятельности я, конечно, очень улучшила чтение с листа, уже прям спокойно читаю, но и встречаются в произведениях какие-то места, над которыми надо поработать. Вот скажите, пожалуйста, можно как-то облегчать под себя вот эти произведения, да, чтобы, вынося их на исполнение на экзамене, там, на концерте, можно как-то это облегчать, вот эти вот сложные места, чтобы над ними... Так, Оленька, так, я поняла. Значит, давайте так. Во-первых, надо сразу различать. Если это переложение оркестрового произведения, то однозначно можно что-то упрощать. Но тут важно на что опираться. По смыслу понимать. То есть, что можно упростить, а что нельзя. То есть, если там смысловые какие-то вещи, которые обязательно надо пока, это надо. То есть, ты не можешь, например, изменить гармоническую структуру. Ты можешь немножко убрать голоса, чтобы их было поменьше, чтобы проще играть, да? Или изменить фактуру. Например, там есть, допустим, у тебя там идут каких-нибудь тремоло, которые очень сложно играть, а можно заменить, просто брать аккорды по пульсации. Вот такие вещи, они делаются теперь. Но если это оригинальное произведение композитора, это какой-то романс, да, ну неважно что, но оригинальное произведение, вот здесь как бы это уважение к композитору. Здесь уже надо учить. Для арий приемлемо, да? Я так понимаю, это конечно, если это оркестровое, тем более, что есть очень неудачные оркестровые переложения, которые просто делали, может, люди, которые сами не играют. Поэтому там очень все наворочено и сложно, а смысла в этом никакого нет, можно спокойно заменить, и будет, может быть, даже еще и лучше звучать. Вот. Так что здесь вот на это надо обращать внимание. Так, все, ответила я тебе, Оленька. И самое главное, помнить вот то, как раз о чем мы говорим, что держится все на ритме. То есть это в первую очередь ритм, потом смотришь гармоническую структуру и потом выстраиваешь уже форму. Мы обычно к музыке ведь обращаемся, когда в какие-то эмоциональные моменты. Вот у каждого человека бывают какие-то, скажем, тяжелые моменты. Вот мне интересно было бы узнать, вот в такие моменты вы что-нибудь для себя играете или, может быть, слушаете? Вот что именно? Вы знаете, Андрей, я могу только вот так сказать, что вся классическая музыка
вот вся она дает силы. Неважно, это трагическое произведение, это радостное какое-то произведение. Она вся дает. Вот. Когда этим занимаешься постоянно, то она всегда в голове. То есть она звучит, и, как правило, это звучит, ну, именно то, над чем работаешь в данный момент, над какой программой. И говорить, что просто вот настроение изменить, надо что-то послушать. Единственное, что могу сказать, это просто пожелание всем. Конечно, больше всего создает вот эту радость, и все это Моцарт. Вот. Какие-то Бах, тут уже вот каждый раз вот что вы хотите. Вот радость – это Моцарт. Вот мудрость – это Бах. Сила, мужественность – это Бетховен. Кто еще? Широта, связь с миром, с людьми – это Рахманинов. Какие-то очень высокие цели, ощущения там вот полета высокого, каких-то вершин, какой-то запас такой энергии, чтобы подняться вот вообще там над жизнью, над человечеством. Это Скрябин. У каждого есть что-то свое, поэтому это можно вот по настроению подбирать. Но это тоже не факт, что вы, если вы будете просто по композитору подбирать, что вы получите то, что хотите, потому что очень много зависит от исполнителя. Это если исполнитель не подключается, и у него такой энергии нету, то это будет такой, ну, слепок такой по смертной маске, и все, и ничего вы не получите. Может быть, даже еще раздражение, когда с непониманием не так излагает. Светлана Степановна, полезно ли работать над произведениями, которые написаны изначально не для фортепиано, ну, например, для симфонического оркестра? То есть включать свою программу и работать вот исполнительски. И если да, то есть ли какие-то особенности в работе над такими произведениями? Так, Свет, во-первых, очень полезно. Вот я думаю, что Александр Анатольевич, мы очень много с ним говорили, и я думаю, что он со многими уже это делает, чтобы играть симфонии, читать с листа симфонии. И это именно то, что поможет пианисту, во всяком случае, но я не говорю там и другие инструменты, конечно, и вокал, потому что там именно разные инструменты, и это изначально требует, чтобы вы тембрами владели и слышали оркестровку. Это то, к чему мы стремимся, да? Мы всегда говорим, что рояль – это оркестр, и как бы вы ни работали, у вас должны быть тембры, и вы должны владеть буквально всеми инструментами. Вот, так что это очень полезно и очень надо этим заниматься. А переложение, обработки, ну, это вот как вам нравится, потому что есть же великолепные совершенно, вот, например, Шуберт-Лист обработки, там вот серенада, там все вот эти циклы, ну, совершенно гениальные обработки. Вот, точно так же Лист, например, вот эти этюды, допустим, Паганини, да, для фортепиано. Очень много есть того, что совершенно великолепно звучит, хотя это вроде как обработка. Ну, не говоря, вот, пожалуйста, Наташа у нас играет, да, Бах Марчелло. Это же тоже, в общем-то, обработка. Вот, так что это очень полезно и очень нужно. И играйте с листа, читайте и набирайтесь возможности разными тембрами играть на рояле. Добрый день. Да. Я Рената, я хотела бы задать вопрос тоже. Слышно меня? Слышно хорошо. У нас речь пошла о таких композиторах, как Рахманинов. У меня сразу возник вопрос, вот как лучше работать над полиритмией в произведениях? Угу. Полиритмия. Что это такое? Это разные ритмы в разных руках, правильно? Это вы имеете в виду? Да. Вот смотрите. Абсолютно элементарно. Опять-таки мы возвращаемся, самое главное – это пульсация. И прежде чем вы, конечно, посмотрели каждую партию, вы определили, какой у вас звук в каждой партии попадает в пульсацию,
А дальше на этом и заостряете внимание. Только здесь очень важно еще координационно работать. То есть надо руки чувствовать по-разному, да, как мы говорим, когда мы соединяем две руки. Какая-то опорная, какая-то более подвижная. Но самое главное – концентрация на звуках, которые попадают в пульс. И понимание интонационной структуры в каждом голосе. То есть, если вы не слышите каждый голос отдельно, то это бесполезно вам это соединять. Сначала надо разобраться с каждым голосом, а потом ориентир по пульсации. У меня вопрос по исполнительству и соотношение долей в двухдольном и трехдольном размерах. Угу. Всегда ли, вот в двухдольном размере мы столкнулись, когда играем 8 рук сметану ронда, что первая и вторая доля, они одинаковые. Вот меня интересует, в трехдольном размере всегда ли соотношение сильное, относительно сильное и слабое? То есть во всех ли произведениях трехдольного размера вот эта вот танцевальность подразумевается? Так, Наташ, я поняла твой вопрос. Во-первых, изначально вот вопрос соотношения долей – это вопрос понимания исполнителем этого произведения. Это абсолютно индивидуально и абсолютно интуитивно. Здесь нельзя выводить никакие правила. Это может быть как бы, то есть какие-то советы там на будущее и все. И не более того. Потому что это каждый раз, каждый исполнитель выстраивает свое слышание. Другое дело, когда мы советуем вот какие-то моменты. Это происходит для чего? Например, вот это наша ронда знаменитая. А потому что если бы мы делали акцент на первую долю, у нас бы садился просто... Но вот когда мы так играли, оно было некрасиво. Оно было некрасиво, и оно приобретало какой-то такой прямолинейный, туповатый характер. А когда мы добавили вот такую же вторую долю, оно получается с юмором, и получается легче, и в этом есть какой-то шарм. Вот и все. Точно так же, смотрите, трехдольные размеры, вальсы, мазурки, да все что угодно. Когда мы подчеркиваем какую-то долю, мы сбиваем немножко, мы выходим из вот этого вот стандартного, такого одинакового звукоизвлечения. Чем, собственно, отличается интересный исполнитель от такой, как у нас говорят, да, ученическая игра. Вот тот, который слышит, владеет, у него всегда очень все по-разному. И бывают какие-то сдвиги, тем более там еще и рубата прибавляется, то есть можно за счет того, что вы подчеркнули там вторую или третью долю, у вас появилась рубата. Или, например, наоборот, вы там красивую линию басов услышали, и вы сделали у вас какое-то там, я не знаю, или ускорение, или наоборот замедление получилось из-за того, что вы вот этот голос выводите. Это абсолютно все чисто творческая индивидуальная работа. Анатолий, я ответила? Да, вы ответили на мой вопрос. Еще такой маленький вопросик. А вы встречали, вот большой же у вас репертуар, вот трехдольное произведение, где минимальная вот эта вот разница соотношений долей? Да, ребята, да сколько угодно. Вот, допустим, Бетховен. Вот это все триоли. Я просто хочу сказать, что это есть, где вообще это не подчеркивается. И вообще не танцевальное. Вот это вот адажио, то, что я вам начала из сонаты 31-й Бетховена, вот вам, пожалуйста, никакой там танцевальности вообще в помине нет. Очень серьезная, глубокая и все. Просто трехдольности, которая не выделяется как танцевальная. Она, наоборот, сглаживается. Это к вопросу о атаке звука. Атака звука, она абсолютно идет ровно. Так что это все индивидуально. Светлана, у меня вот есть один вопрос вот в связи с этими пульсовыми долями, если можно, если Давай.
Вот смотрите, вот да, понятно, вот да, вот эти между собой в одном такте понятны, вот эти пульсовые доли, да, ну вот вы объяснили, все ясно. Теперь, вот ведь есть вот разница, да, вот когда ты уже выстраиваешь там предложения, части и так далее, между сильными долями в разных тактах. Я поняла твой вопрос. Есть же разница, да, или нет? Или Есть. это вот мне, знаете, что интересно? Конечно, вот в смысле мысли есть разница, а вот физиологически в руке она разная получается? Понимаешь, Гая, Да. дело вот в чем все. Там, где более тонкие связи, там может быть горе от ума. Там не надо особо, вот, понимаешь, искать. Дело в том, что давайте вот вернемся к тому, как мы когда форму выстраиваем, мы к чему приходим в движениях. Вот вспоминайте третий этап. Что мы должны сделать на третьем этапе? Смотрите, подготовительные мы выясняли общие приемы, да? Как мы прикасаемся, что мы с клавишами там делаем. На первом этапе мы определяем структуру и нюансы произнесения, да? На втором этапе мы смотрим уже, у нас уже пространство подключается, потому что там вертикали, связи в пространственной, все. А на третьем этапе, когда у нас сформирован вот этот уже звуковой образ, когда мы с ним работаем, мы должны вообще на нет практически убрать вот эти все мелкие двигательные, мелкие движения, на которых мы концентрируемся. Потому что, вы понимаете, если мы говорим о какой-то очень крупной вещи, там, серьезной, я не знаю, если мы будем по слогам это произносить, потому что любое уже внимание к каким-то мелким моментам, в момент исполнения, я не говорю, в работе все может быть, опять все разобрали, с самого начала нашли что-то, какой-то нюанс. Но во время исполнения у нас движение должно превратиться в поток. Вот мы ощущаем, как будто мы слились с клавишами, и у нас идет поток. Мы регулируем только звучанием. Мы не вмешиваемся. Помните, мы о чем говорим? Мы можем двигательно вмешаться только во что? Подключить спину еще раз, когда воля, может быть, ослабевает или какое-то внимание, раскоординация чуть-чуть идет. Спина, поток энергии, ощущение слияния с клавишами туда. Все. Все. И дальше вы только можете, как дирижер, еще поработать, вот посчитать что-то это для включения корпуса. Но никакие не тонкие моменты, потому что это может разрушить форму. Но то, что это есть, оно однозначно есть. Вот я не помню, по-моему, я говорила, у вас есть ли в обязательной, в дополнительной литературе Макинон, такая была исполнительница известная, игра наизусть. Вот было даже такое направление в педагогике, которое вообще соединяло, они декларировали, что всегда такты между собой, вот есть более ударные, именно вот по два. Это шло, знаете, откуда? От гармонии, когда вот разрешение аккордов, когда аккорды между собой именно связаны гармонически. Напряжение, разрешение, да. Вот это, оно есть, и это тоже можно слышать, можно этим как-то управлять, но тоже не догму. Никаких догм здесь быть не может, потому что это каждый раз, опять-таки, это индивидуально, это интуитивно, и это все может быть по-разному. Я столкнулась с тем, что когда ты выстраиваешь, например, предложение, есть вот это соотношение, да, межтактовое, и когда ты это объясняешь, допустим, студент это делает, да, но ты замечаешь, что он вообще пропустил пульсацию, да, и вот этот момент очень сложный, когда нету ощущения в теле, как будто там пульса нет. Вот здесь есть в этом такте, а в этом такте нет. Он есть. Ты сделал замечание, что там есть связанная мысль. А это... очень сложный момент. Ну, Гая, а это вот здесь есть. То есть ощущение пульсации в руке, оно должно быть железно. Вот как оно чуть-чуть там где-то что-то меняется, это другой вопрос. Но оно должно быть. Все равно, да, есть физиологически
Абсолютно, абсолютно, вы понимаете, это мышечное, если вы разрушаете, точно так же, как сердце, когда оно начинает трепыхаться, это уже болезнь, это уже разрушение. Это нельзя делать. То есть, если вы задали какое-то движение, оно должно быть обязательно, чтобы мышцы нормально работали, нормально, спокойно работали. А это уже вот оно и дает зажимы и напряжение, когда теряется ощущение пульсации. Да? Да, я поняла. Спасибо большое. Что значит так? Ну, это вопросы такие для начинающих, серьезно, без подготовки. Так, на одной позиции. Позиция – это, Светлана, позиция – это положение руки на клавиатуре. Это вот то, что если вы можете, как мы говорим, в пределах одной позиции играть, не перемещаясь. Вот и все. Ну, как, например, играете. Вот это одна позиция. Вот это означает позицию, это не означает в левой руке, может быть совсем другая позиция. Это касается именно одной руки, положения на клавиатуре. Так, теперь, что такое секвенция? Так, ну секвенция, это мы, кто учится уже, должны знать, что такое секвенция. Это повторение одной и той же фигуры от разных звуков или в разной тональности. Вот и все. Вот это секвенция. У Баха очень часто какая-то интонация повторяется там от разных звуков. И это у всех композиторов это вот такая вещь. Так что тут все на самом деле очень просто. Это повторение какой-то фигуры от другого звука или другой тональности. Справиться с волнением на сцене и какая должна быть работа по тренировке этого. Но это вот кто у нас уже не первый год занимается, я думаю, каждый может про это ответить, да? Значит, первое условие – это мысленная работа. Это обязательно мысленная работа. То, что мы сейчас говорили про пульсацию, про ощущение ритма, это обязательно входит. И вот это как раз те точки, вот в этой пульсации, да, интонационное ударение, на которые можно мысленно опираться, когда вы выстраиваете. То есть вот это можно более жестко контролировать ощущение. Этим вы не разобьете, не разрушите форму. Вот, значит, это первое. Дальше. Обязательно владеть, у нас есть гимнастика, у нас есть владение мышцами, то есть мы точно должны сначала владеть телом. Поэтому, если не владеете телом, оно не получится просто так сказать себе, там, не волнуйся или что. А волноваться должны все. Если нет волнения, так же, как летчики говорят, или кто там. В общем, у всех, у кого экстремальные, говорят, что если пропал страх, если пропало волнение, надо уходить из профессии. Вот и все. И то же самое у нас. То есть это естественно, это творческое волнение. Другое дело, что надо учиться им управлять. Значит, первое – это управление телом. У нас существует гимнастика для того, чтобы научиться включать мышцы и все. И мы понимаем, что мы делаем. Дальше мысленная работа, аутотренинг. То есть нужно обязательно каждый день мысленно исполнять произведение. Причем, если приходят какие-то ошибки или какие-то сбои, надо учиться на это не обращать внимания. Да? Самое главное – не выходить из образа, не выходить из пульсации. И тренировать таким образом поведение на сцене. Все. И этим надо просто заниматься каждый день. И когда человек понимает, что он может сделать для того, чтобы держать себя в руках, то это все решаемо. Но если мы будем говорить детально про мысленную работу, то нам надо вернуться к самому началу. То есть любой этап, который вы делаете, вы должны уметь сделать это мысленно. То есть не просто там ткнуть вот этот ритм, там, пульсацию и все, а надо каждый раз сначала, прежде чем сыграть, надо попробовать это представить, что вы будете делать, как вы будете делать. То есть все ощущения, они проходят период подготовки
Первый этап, второй этап, третий, и все это работает. Это работает для того, чтобы соединить ваше представление звучания с ощущением движения. Но здесь у каждого индивидуально, и надо, если какие-то проблемы, надо разбираться. Для этого у вас есть педагог, который вас направит. Что вы не чувствуете, что вы не думаете, и поэтому и не получается. Но на самом деле все равно это каждый делает сам. Вот мысль аутотренинг нельзя пройти педагогом за ученика. Вот тут уже ничего. Это все равно каждый должен делать сам с собой. Все, на каждом этапе, на котором он находится, и все, что он может. Темп в условиях сменяющегося ритма для малоопытного исполнителя. Вы знаете, для любого исполнителя, опять мы возвращаемся, ритм, в начале был ритм, потому что в любой ситуации, с любым ритмом мы начинаем с чего? Мы выбираем единицу движения, которая пульсация, да, и смотрим дальше, какой звук попадает в эту самую пульсацию. И сначала, естественно, это надо сделать достаточно медленно, чтобы в этом разобраться, а потом ускорять именно исходя из этой пульсации, ориентируясь на вот эти вот звуки, которые в пульс. Если это ударные, то это не важно, это все то же самое. То есть определяется, какое движение, какой удар приходится на пульс. И тогда это все очень даже легко и просто ускоряется. Любое ускорение делается на основе понимания пульсации. Все. Значит, Галя, как сохранять активность атаки на пианиссимо? Значит, смотрите, атака звука всегда у нас отслеживается на струне. Даже не на клавише, а на струне. У нас должно быть что? У нас должно быть ощущение очень хорошее клавиши и движение с клавишей вместе. Вот тогда это и есть владение. А вот как возникает звук, это мы уже продляем ощущение не только прикосновения клавиши, но ощущение движения клавиши. То есть мы двигаемся вместе с клавишей и отслеживаем момент касания молоточком струны. То есть что мы делаем? Мы двигательно соединяем ощущение вот этой вот хода клавиши, да, со звуком. И здесь совершенно все равно, это на форте или на пиано. Оно уже не имеет значения, потому что если вы чувствуете клавиши, то вы просто прикасаетесь быстро, точно и все. Но для этого надо очень хорошо чувствовать мышцы ладони. Вы просто так клавишу не почувствуете расслабленной рукой. У нас же куча упражнений, которые тренируют именно мышцы ладони и активное осязание. Вот, суставы, мышцы, суставы и осязательные ощущения в кончике пальцев. Вот и все. И тогда абсолютно не важно, это пиано или это форте. Это важно для тех, которые играют весом и приучены, что мы вот на клавиши давим или там говорят глубоко-глубоко, погружайся. Вот тогда, да, это уже, там очень сложно звуком владеть. Создание идеи авторского метода. Вы знаете, я очень много просто работала сама. У меня был очень хороший педагог в музыкальной школе, вот буквально 2 года, которая со мной занималась уже, когда меня приняли в училище без экзамена. Вот. Но я жила в городе Сарове, в закрытом городе, меня родители не пускали одну никуда. Вот. И потом как-то у меня не сложилось с педагогом, ну, то есть мне не нравилось это направление, мне не нравилось, что мне говорят там тише, там громче. И меня в консерваторию потом в порядке исключения приняли без училища, уже в Санкт-Петербурге. Ко мне приходили студенты, вот, которые со мной учились. Как-то так сложилось, что все приходили со своими трудностями ко мне. У кого-то что-то не получалось, но так, знаете, как это, как сарафанное радио.
Вот, видно, сказали, что вот сходить к ней, она там скажет, что как сделать. И ко мне приходили студенты мои, которые со мной учились. У меня первые ученики были моего же возраста. Вот. И, собственно, они и сказали, что, знаешь чего, вот нельзя вот так вот это вот оставить, ты должна это все написать. Ну, вот так оно и пошло, и как-то с этого. Баренбойм у меня был очень хороший, очень... Если вы его книжки читали, я надеюсь, что вы читали, вот. Но я думаю, что это самый был, самый умный, самый знающий теоретик у нас в России, да, в Советском Союзе. Она книга у вас есть в дополнительной литературе. Путь к музицированию, там у него несколько, неважно, любые можно брать, это Лев Аронович, вот. И, собственно, оттуда и пошло. Просто получилось так, что мой шеф умер, я пока училась, закончила ассистентуру, стажировку, и как бы надо было, там должны были меня оставить нам вот для защиты, диссертации кандидатские все были сданы. Но вот так случилось, что Павел Алексеевич Серебряков умер летом, Льва Ароновича попросили из консерватории, но там пришли другие люди, и все. И вот так оно как-то потом осталось, не до того было. Вот. То есть вот то, что я начала писать, это я начала писать оттуда, вот и все. Почему музыкальный в Болгарии? Вы знаете, в Болгарии что? Ну, у меня были там концерты, потом проводили там этот фестиваль, вот, который сейчас, он в этом году, кстати, будет 10 лет отмечать. Вот. Ну и там музыканты захотели, чтобы вот по моему, ну там мастер-классы были, вот, и все, они захотели, чтобы была организация, которая по методу, по моему работает. Вот. Так и получилось, что открыли, вот мы уже 10 лет и там и сотрудничаем. Все. Ну, а потом дело в том, что многие, ну, сейчас я не знаю, как сложится с европейскими дипломами, а также многим же хотелось, чтобы был европейский диплом. Поэтому вот сделали так, что есть Московский институт культуры, и плюс еще европейский. Вот из-за этого все и сделано было. Так, перспективы музыкальной педагогики. А вы знаете, я думаю, что перспективы, они в этом и кроются, вот именно вот в нашем направлении. Потому что сейчас, вот обратите внимание, насколько все интересуются мозгом, это же понятно. Искусственный интеллект начинает разбираться, что и как работает мозг, и какие здесь огромные резервы. И мы это видим. То есть вот на нашем методе, на нашей программе мы видим, какие здесь совершенно неисчерпаемые возможности у человека открываются. Когда он работает вот по этой системе. Не так, что ты там делаешь, а потом у тебя что-то в голове отложилось, а как раз наоборот. Как раз наоборот, ты стараешься, ты со стороны мозга начинаешь работать над всеми этими делами. Поэтому я уверена, тем более, что сейчас еще вот открываются эти возможности дистанционно все это делать. Потому что вот та система, которая основана просто на повторе, на показе, да, на воспроизведении, на копировании, она в общем-то, себя исчерпала. А здесь открываются колоссальные совершенно возможности, потому что можно и крупным планом посмотреть. Вы понимаете, что? То есть с педагогом можно там, живя где-нибудь на периферии, вот как у нас, да, Николай, и общаться с профессорами, причем не просто так, не просто там на мастер-классе, когда он поиграл и показал, как он может, и сказал, что и вот вы его так же сделаете. А именно в процессе работы, в непосредственных шагах вперед. Так что это, я думаю, что вот как раз за этим и будущее и есть. Какие явные отличия между педагогами сегодня и теми, которые учили вас? Дело не в этом. Можно говорить только о отличии личности. Вот личности какие. Вот Павел Алексеевич Серебряков, например, это вот, да, это личность. Представляете, там 30 лет ректор консерватории,
и который там в 70 лет играл труднющие программы, и у которого энергетика была такая, которая только вот с Рахманиновым, я вот считаю, только его можно сравнить по силе воздействия, по энергетике. Вот это вот такая личность. Вот для него вот это важно. Но я к нему попала уже, когда я сама много чего знала, умела. Мы на другом уровне просто общались. А есть педагоги, которые как раз очень хорошо с детьми работают. Но здесь у каждого надо просто смотреть индивидуально, у кого какие цели стоят и чему он конкретно учит. Вот Павел Алексеевич Серебряков, например, его задача была, он ценил именно тех исполнителей, которым есть чего сказать. Он ценил именно вот эту вот энергетику, вот эту мощь его воздействия и серьезные глубокие произведения, все для него вот такое. И были другие педагоги, у которых совершенно другая направленность. Там вот Голубовская, например, у которой и книга есть хорошая о педализации. Вот. А у нее совершенно другое. Она занималась изысканным звуком и тонкостями всякими, и вот ценила вот это вот гармоническое. Там. У каждого педагога свое. А если говорить о каких-то там тенденциях, то вот я могу еще раз повторить, что для меня вот совершенно неприемлемо вот так, как делай, как я. То есть педагог, который показывает, как надо играть, и требует, чтобы именно вот так вот и играли. То есть вот его понимание этого педагога переносится на студента, и студент должен воспроизвести. Вот это, по-моему, путь противоположный обучению творчеству. Мне кажется, что надо именно вот так, в том направлении, в котором мы работаем, то есть изучение языка, понимание этого языка и умение самому выстроить свой образ, в который ты вкладываешь, что можешь, и в который в твоем мыслимом пространстве живет. Вы знаете что? Вот всегда я считала, что ничего не надо никого заинтересовывать, мотивировать. Если ребенок, то есть если звучит музыка, если у вас ребенок реагирует на эту музыку, если он хочет, вот ему надо помочь. Вот в процессе уже да, нельзя ничего заставлять, нельзя навязывать, надо смотреть в глаза, надо делать то, что интересно педагогу, нужно все время лавировать. Самое главное, ни в коем случае очень часто надо менять направленность, то есть ребенок плохо выдерживает внимание, вот концентрация внимания на чем-то одном долго-долго, то есть я вообще считаю вот это неправильно, когда на уроке повторяют по 10 раз одно и то же. Вот на мой взгляд это неправильно, потому что притупляется внимание. Это уже умение педагога. Вот. А вот так, что-то такое, если у человека нет реакции на музыку вообще, то никак вы его не заинтересуете. Методики за короткий срок заучивать произведение наизусть. Так, вот смотрите, когда мы работаем над произведением, то какая у нас цель? Вот кто мне скажет, вот вы берете произведение, у вас какая цель? Кто-нибудь скажет? Сформировать художественный образ. То есть, да, то есть ваша цель, вот, понять этого композитора, сформировать, вот, выложить что-то, ну, то есть это ваша частица, это ваше детище, которое вы рождаете, представляете, да? Вот, теперь, что такое быстро наизусть? Ну, это абсолютная бессмыслица, это бывает, ну, быстро наизусть, это вообще не значит, что вы разобрались, что вы что-то это сделали, и, скорее всего, если не пройден путь вот этот по формированию образа, мы только сегодня говорили, сколько у нас смысловых линий и как это делается. А вы быстренько давайте наизусть, и все, оно точно так же быстро и забудется, но дело не в этом. Дело в том, что вы как раз мимо самого главного-то вы прошли, смысла-то вы ничего не заметили. Специально, это очень многие, это не только моя как бы мысль, это очень многие теоретики говорят, что это вообще в принципе неправильный подход. Потому что если у вас задача наизусть, то вы как раз вот это и сделаете. Вы нажмете вот эти все клавиши, вы формально вот все сделаете, наизусть запомните. А это будет пустота. Потому что запоминать специально вообще не надо.
Надо делать, надо вот работать, выяснять смыслы, и когда вы выяснили эти смыслы, оно у вас само запомнилось. И сколько вам надо для того времени, чтобы вот это созрело, это уже зависит от исполнителя. Вот. Поэтому все вот это особенно меня всегда умиляет, когда говорят, вот, а он вот это произведение, вот он выучил вот это прямо вот за 3 дня. Ну, композитор вынашивал это месяцами, а он такой гениальный, он за 3 дня это все сделал. Вот. Ну, если уже вот такой гениальный, ну, ради бога. Ну, как правило, я говорю, что смыслов, как правило, смыслы там выявить за такой срок не удастся. Другое дело, если у вас действительно так получилось, ну, бывает, исполнить у него требование такое, надо быстро, надо все равно проходить вот через вот эти вот смыслы, выяснять и обязательно все это делать. Тогда возможно, у вас получится. Но действительно здесь что важно-то? Понимаете, если, например, ставить по времени просто, вот сколько времени надо, то можно посидеть 8 часов и выучить, например, запомнить. Здесь, конечно, то же самое, можно какие-то для себя дополнительные там вехи ставить, ну как по-разному же люди запоминают. Вот. Но лично мое мнение, я считаю, что это вообще как бы никакого значения не имеет, и может быть даже вред. А как удобнее запоминать? А запоминать как? Вы вот делаете, то есть смысл какой? Вы же, когда вы учитесь, вы же делаете что? Вас слышите, вы слышите и ощущаете. То есть ваше дело соединить звук с двигательным ощущением. Вот и все, вы разобрались. Самое главное, если вы разобрали уже мотивы, если вы понимаете, да, мотив, фраза, предложение, только вот так по смыслу и все. И опираетесь на пульсацию, на интонационное ударение. То есть вы запоминаете по смыслу, запоминаете звук с двигательным ощущением. И точно так же одна линия, вторая линия, по вертикали посмотрели, проанализировали гармонически, все. Только вот так. И так, обычно как, если когда надо быстро сделать, здесь единственное, что можно. Вот вы сели сегодня, поставили себе там задачу, вот там 2 строчки, да, допустим, там предложение или период, запомнили. Вот вы это все запомнили, а на завтра вы вот это повторяете и прибавляете еще столько же. То есть все равно нужно каждый раз на следующий день обязательно это повторять, закреплять, потому что вы будете дальше идти, а это будет пропадать. И точно так же выстраивать всю форму, то есть только логически, ни в коем случае не подряд. Не просто подряд, вот так вот все подряд, вот как оно есть. Особенно мне не нравится, когда выучивают вот так какую-то часть произведения. Вот не все произведение, а вот какую-то часть, вот я вот выучу, потом я буду следующий. Я считаю, что это неправильно, потому что произведение, форма, она должна быть, вы должны как бы идти с 2 сторон. Значит, вы там вникаете в какие-то детали, одновременно вы идете со стороны целостной формы. Обязательно обязательно это делать. Нужно обязательно пытаться мысленно сразу представить. Нужно обязательно проигрывать целиком, хотя бы там в медленном темпе, чтобы форма тоже складывалась. Еще с другой стороны, пока вы там копаетесь в тексте. Творческие планы на ближайшее будущее. Так, ребята, творческие планы у нас какие? Во-первых, у нас через неделю концерт. 12 числа. Вот не в Большом зале, в Институте культуры, а в 430-м. Вот, значит, у нас вот этот концерт. Потом 3 декабря у нас концерт в музее Гоголя. Еще мы сейчас займемся поисками еще других новых залов, потому что вот я думаю, что вот эта программа у нас интересная. Я надеюсь, вы разделяете с нами такое мнение, что вот это «Танцы с роялем» — это очень интересная такая программа получилась, которая не только для профессионалов, она должна на любом уровне, мне кажется, восприниматься легко. Вот мы будем искать залы, чтобы вот не один раз сыграть, а чтобы, может быть, несколько раз сыграть эту программу для широкой публики.
Вот. Но записи надо сделать. Еще у меня планы, у меня Бетховена 31 не записано, Гайдна соната не записана, и Свита Дебюсси Бергамасская тоже. Вот это вот надо сделать записи. Потом у нас Гайдна ми бемоль мажорная. Не помню, она какая там по номеру. Вот. Еще мы вот с Оксаной закончили, сейчас нам уже передали, уже у нас есть экземпляры китайского перевода учебников, то есть мы сейчас будем связываться уже на Китай. Возможно, у вас скоро появятся сокурсники китайские. Вот. Ну что, ну английский перевод тоже будет уже в ближайшее время готов. Так что планы большие. Работаем. Работаем, ребята, работаем. Ладно, всем удачи. Встречаемся 12-го в 12 часов в 430-м. Приглашайте гостей. Ну, не очень много, но я думаю, человек 30 мы точно можем там разместить. Вот. И заранее Александру Анатольевичу, чтобы мы сделали список. Так, ну все, до встречи. Счастливо. Спасибо большое. Счастливо.